Добрый день, мои дорогие подписчики. С вами я, Светлана Николаевна, и вы на моем канале Бабушкин YouTube. Наступает осень, и появляются на прилавках замечательные средства редьки. И наша, это гости у нас, а это черная редька наша. Для чего нам нужны редьки? Все, кто страдает мочекаменными болезнями, у кого есть камушки и большие камушки, должен кушать черную редьку. Она разбивает камни, но здесь маленькое но. Редька это, по сравнению с вот этими, очень и очень агрессивная, будем говорить. Поэтому, если вы страдаете мочекаменными болезнями, и у вас есть камушки, песочек, а определить, женщина знает, как определить, песочек есть он у нас или нет, мы должны, черная редька в зимнее время у вас должна быть на столе, как хлебушек. Тоненько нарезали, и у кого есть проблемы, особенно есть камушки, вы должны употреблять, не больше 2 пластиночек, 3 за один раз. Это на завтрак, на обед, на ужин. Это как хлебушек ваш. Вы ее можете присолить, чуть-чуть можете не солить. И буквально грамулечку сбрызнуть масличком. Сейчас я это сделаю, там 1-2 капельки, буквально. Больше нам не надо. И это блюдо у вас должно быть на столе все время, всю зиму. Если у вас нет никаких таких проблем, пожалуйста, вот вам редька одна, вот вам редька вторая. Вы точно так же можете натереть на терочке, меленько нарезать. И она ж очень приятная на вкус, она не горькая, эта редька. Сладковатая, хорошая. Объедение. И деткам, и всем. А эту можете точно так же нарезать, либо натереть на терочке со сметанкой, с масличком, как вам удобней. Но еще раз напоминаю, черную редьку, которая по сравнению с этими очень и очень агрессивно разбивает и выводит камни. Пожалуйста, не думайте, что вы сейчас съели редьку, и вам будет замечательно. 1-2 ломтика, не больше. 3 раза в день, по чуть-чуть. Знаете, как говорят, вода камень точит. Так и здесь. Потом дальше. Черная редька. Сейчас зажую. Замечательное средство от кашля. Что нам надо? Редьку, я ее помыла. Теперь срезаем макушечку ей. Срезаем макушечку. И вырезаем серединку. Поглубже. Сок черной редьки, он горьковатый. И она просто так, тяжело кушать ее. А чтобы кашель у деток убрать, мы вырезали. Можем еще. Ставим стаканчик, мисочку, куда хотите. И обильно посыпаем сахаром. Не хочет сахар высыпаться так, мы его заставим иначе. И ложки нет. Насыпали полную, смотрите, насыпали и оставили. К вечеру здесь появится сок. Деткам можно давать чайную ложку, повзрослее можно давать столовую. Он очень сладкий, он очень приятный. Я не знаю почему, раньше этого называли капли датского короля. Откуда такое название, не знаю. Но я с детства помню, что мама говорила, мы сейчас сделаем капли датского короля. Итак, лечитесь.
Редька сейчас замечательный продукт, должна быть у вас у каждого на столе. Это для вашего здоровья, для того, чтобы не было проблем ни с почками, ни с мочеточником, ни с камушками, никаких, ничего. Все будет нормально. Кушайте на здоровье, следите за собой и будьте здоровы. Всего-всего вам хорошего.